Его надо заполнить. 598. Столько иноагентов Минюст записал в свой реестр. И только в прошлом году государство поставило этот ярлык на 207 сущностей. Почему сущностей? Потому что и организации, и обычные люди, и даже группы лиц из неформальной организации признавались инагентами. Короче, смешались в кучу кони-люди. Но мы здесь собрались для чего? Чтобы научиться отделять коней от людей. В этом выпуске мы разберем, как эволюционировал закон об иностранных агентах, с каким смыслом он зародился в начале своего пути, во что превратился в настоящее время и какие причины толкали на изменение закона. Господа, вы наверняка знаете топовый технический вуз страны МФТИ. Так вот, он заколабился со Skill Factory, чтобы создать настоящую онлайн-магистратуру по науке данных. Обучение и все преимущества физтеха, но теперь к тому же и онлайн. Про Data Science вы уже давно в курсе, особенно после хайпа с Midjourney и ChatGPT. Перед вами в самом делешная очная программа. Длится она, как и положено, 2 года, по прохождению которой вы получите диплом. Сейчас у вас есть возможность освоить профессию дата-сайентиста по стандартам МФТИ. Этот вуз воспитывает реальных монстров. Судя по данным Superjob, средний заработок выпускников составляет 250 тысяч рублей. К программе подключились ведущие IT-компании – Сбер, Галамарт, Синергетик. Не исключаю, что сейчас во всех сферах остро требуются IT-спецы, поэтому работодатели пытаются выращивать их самостоятельно. Но не все так просто. Всех подряд на магистратуру не берут. Нужно сначала пройти отбор, а здесь уже вас поддержат ребята из Skill Factory, которые помогут полностью подготовиться к вступительным испытаниям, чтобы повысить шансы на попадание в высшую лигу. Для этого переходите по ссылке в описании или сканируйте QR-код на экране. Будьте смелыми, у вас все получится. — 2012 год. Селигер. Тогда вновь избранный президент Владимир Путин заявляет: Полагаю, что мы в России можем иметь такой же закон, который был принят и действует в Соединенных Штатах Америки еще в 1938 году. Почему они оградили себя соответствующим образом от влияния из-за рубежа и используют этот закон на протяжении десятилетий, а почему мы в России не можем этого сделать? Тогда президент подчеркнул, что требование распространяется только на те организации, которые занимаются политической деятельностью и получают финансирование из-за границы, и я поддерживаю этот подход. Если устанавливается однозначность и значимость иностранного финансирования на изменение власти, то люди должны как минимум об этом знать. Таким образом, президент объяснил обществу необходимость принятия закона. Тезисы такие. Тезис номер 1. А чё, в США же есть? Тезис номер 2. Попадают только политические организации, финансируемые из-за рубежа. Есть сомнение, что единственной причиной стало желание сделать российский ответ американскому закону. И это ведь спустя 70 лет молчания. Важно отметить, что буквально за полгода до принятия российского закона произошла Болотная площадь, на которую вышло под 80 тысяч недовольных граждан. И если кто не помнит, то тогда вышли недовольные выборами в Госдуму. Недовольны они были, что внезапно победила Единая Россия. Кстати, именно тогда Дума в первый раз избиралась не на 4 года, а на 5 лет. Нечего отвлекаться на ненужные активности. Тогда родился мем 146%. И, кстати, многие помнят мем про явку в 146% в Ростовской области, но на самом деле в этой же программе показали явку в Воронежской области 129%, а в Свердловской 115%. Затем, чуть позднее, опять по причине недовольства выборами, люди собираются на Сахарова. И опять бешеные числа участников, больше 100 000 человек.
Ну, не по версии МВД, конечно, там же заявили о 30 тысячах участников. Кувыркнувшись в 2012, митинги продолжаются. 4 февраля опять недовольные гуляют от Калужской до Болотной площади, но тут прикол в том, что власть наносит ответный удар в виде зеркального антиоранжевого митинга на Поклонной горе. Ну, на Поклонной горе тезис был такой, что у нас все классно, на выборах считают честно, Америка, уходи. МВД оценивает несогласных участников Болотной традиционно 35-36 тысяч, но вот зато на Поклонной посчитали правильно. Постоянно повышали планку количества участников, типа ярых проправительственных активистов у нас так много, что в итоге насчитали 138 тысяч человек, а организаторов обязали оштрафовать. Ну, они ж планировали-то 15 тысяч человек, а пришло в 9 раз больше патриотов. При этом состав участников очень заметно отличался от посетителей митингов на Болотной и Сахарова. Подавляющее большинство митингующих составляли женщины постбальзаковского возраста и мужчины в черных кожаных куртках. На вопросы корреспондента Ленты.ру, почему они пришли на митинг и каких взглядов придерживаются, женщины отвечать категорически отказывались, отворачивались спиной и поднимали воротники длинных в пол шуб. Ну и завершается эта история маршем миллионов 12 июня. Тогда еще Немцов был жив, Навального задерживали на короткие сроки, а Быкова и Noise MC можно было упоминать без сноски, что их государство признало иноагентом. Попадают только политические организации, финансируемые из-за рубежа. Да подождите вы, зачем лодку раскачиваете на моем канале? У нас на календаре только 20 июля 2012 года, и в России принимают первый закон об инагентах. И именно с этого года начинает закручиваться спираль. Когда только приняли закон, первой некоммерческой организацией, которую именно признали инагентом, стала НКО в защиту прав избирателей «Голос». Добавили их принудительно вместе с вот этими 4 организациями. Уже тогда были вопросы к прозрачности критериев записи в инагенты. Ну, то есть, вот есть понятие иностранное финансирование и политическая деятельность. Какие лимиты этого финансирования в абсолютных и относительных значениях? Ну, то есть, являюсь ли я инагентом, если получил $1000 из-за рубежа? А если я получил вместе с этим еще 100 миллионов рублей из источников внутри страны? Вот эти $1000 из-за рубежа перевесят 100 миллионов рублей из России? А политическая деятельность? Это вот что такое? Это контакты с депутатами, проведение социологического опроса на улице, написание поста с критикой государства. Да и из реестра Минюста нифига не видно причины, просто пишут, что в соответствии с таким-то законом. Так или иначе, первыми под прицел попали почему-то правозащитные организации и наблюдатели на выборах. Но и этот тренд прервало трагическое событие, от которого до сих пор не оправились российские работяги. 17 августа 2017 года Минюст США пишет письмо американской Russia Today с требованием зарегистрироваться их в качестве инагента. Затем, после недвусмысленного намека, через 3 месяца Russia Today Америка исполняет требования Минюста США. Каким был наш ответ? Нашли иностранные СМИ, полностью подчиняющиеся США, и заставили зарегистрироваться его? Или ввели особый статус для этого СМИ, потому что пока по закону только некоммерческие организации могут признаться инагентами? Ну, в общем, зеркально ударили по явной американской пропаганде? Нет. Буквально через 2 дня после регистрации Russia Today в реестре инагентов США Госдума принимает закон с ультразвуковой скоростью, расширяющий применение закона об инагентах 2012 года. 15 ноября 2017 года его приняли в Госдуме, 22 ноября в Совете Федерации, а 25 уже подписывает президент. Теперь инагентом в РФ могут стать не только НКО, профинансированные ХЗ насколько из-за рубежа, но и любые СМИ. Обращаю внимание на важный момент. СМИ не обязательно должно быть иностранным и быть зарегистрированным на территории России.
Достаточно просто распространять информацию. Какую информацию? Аналитику, пропаганду, анекдоты, репосты, может быть, не уточнялось. Мы, граждане России, проверяли все лбом. Таким образом, произошло первое расширение и без того уже изначально широких трактовок, которые позволяют записать в инагенты кого угодно. Тогда еще напряглись блогеры. Да, в законе про физических лиц ничего не было сказано. Пока. Но такое ощущение, что начинается игра в сапера, и мина уже рядом. Ведь конкретно напрягали резиновые формулировки. Независимо от организационно-правовой формы, получают деньги от иностранных государств. Само понятие государства тоже очень широкое. Ведь даже не правительство. Ну и выполняющие функции иностранного агента. Уже тогда можно было вписать всех распространителей информации по всему миру, и не только блогеров, а просто репостящих пользователей соцсетей. Но депутат Госдумы Петр Толстой спешил объяснить, что прозрачный и понятный механизм – это все от лукавого. Благо, это когда один орган решает, как ему вздумается. Мы с вами даем возможность Министерству юстиции принимать точечные ответные меры. Именно такова идея этого закона. Слова чиновника на вес золота, конечно, но, может быть, вы пропишете прозрачный механизм и ясные требования внутри закона? Вы же не будете всех подряд признавать. Даже? Да? Кстати, кто не помнит, тогда одним документом Путин подписал 2 изменения. Помимо того, что теперь СМИ могли залететь как НКО инагенты, то тогда же разрешили блокировать неугодные страницы в интернете. С того момента обычному работяге стало хорошо известно слово Роскомнадзор. Surprise, motherfucker! Ну что ж, вернемся к нашим инагентам, а то что-то приуныли, которыми пока могут признать НКО и СМИ. Но буквально через месяц депутат Петр Толстой со своими друзьями вносит законопроект, который еще раз расширяет понятие инагентства. Теперь туда могут попасть уже физические лица, то есть обычные граждане, пользующиеся интернетом, могут быть приравнены к СМИ, а значит к инагентам. Ну, как говорится, если вы не верите депутатам, то вы не патриот. Мы же верим охотно. Тем более, что Толстой тогда вышел еще раз на связь и заявил, что, конечно, теоретически, если блогер является СМИ и финансируется из-за рубежа, то действие закона возможно. Но вообще-то мы не планируем распространять эти поправки на блогеров. Самое забавное, что поправки о физлицах зарегистрировали в Госдуме 19 декабря 2017, всего лишь месяц после того, как протащили закон о признании инагентами СМИ. Но в итоге эти поправки о СМИ-физлицах лежали в Госдуме до 8 ноября 2019 года. А когда пришло его время, 8 ноября ему дали ход. В течение 2 недель его принимает Госдума в 2 чтениях сразу, в течение 4 дней его утверждает Совет Федераций, а еще через неделю его подписывает президент в начале декабря в качестве новогоднего подарка. Да нет никакой у нас вертикали власти, твердо и четко. На данный момент что мы имеем? В 2012 году появляется закон об инагентах, который касается как финансируемых из-за рубежа некоммерческих организаций, участвующих в политической деятельности. И вот концептуально к нему у меня никаких вопросов нет. За исключением, конечно, широкой формулировки политической деятельности и нет точного определения размера финансирования. Ведь в этом случае все отдается на волю исполнителей закона. В 2017 году власти заявляют, что СМИ тоже попадают под закон об инагентах НКО, и что поразительно, совсем не обязательно быть зарегистрированным, достаточно просто распространять информацию. При этом уже тогда, в 2017 году, хотели сказать, что физлицо тоже может быть СМИ, а значит НКО, а значит инагентом. Но граждан решили сразу не травмировать и перенесли принятие на 2019. И, кстати, вот в 2019 власти устранили проблему. Какую, спросите вы? Дело в том, что физлицо с голой жопой не может подавать никакие отчеты Минюсту. Это могут только владельцы организаций.
Но закон же сделан таким образом, чтобы рандомного Петю Иванова можно было признать инагентом, а значит, ему нужно делать отчеты в Минюст. Так что сделали законодатели? Возможно, открыли специальный отдел для работы с физлицами или создали специальную форму для обычных граждан. Нет. Те физлицы, которых объявили СМИ инагентом, должны создать организацию и подавать через нее за себя отчеты. То есть, мало того, что тебя насильственно вписали в инагенты по своему усмотрению, так еще и заставляют тратиться на создание и обслуживание юрлица, чтобы ты мог подавать туда отчеты. Красота. Ну а что вы хотели? Такое вообще-то в США уже давно практикуется. Требования об обязательности маркирования информации, созданной организацией, выполняющей функции иностранного агента, не являются новым для российского законодательства. Возможность признания физических лиц иностранными агентами предусмотрена законом США об иностранных агентах. Кстати, чуть позднее, в октябре 2020 года, станет обязательной уже известная сейчас маркировка заглавными буквами, которую нужно сувать во все информатериалы, даже, судя по формулировкам в законе, вот этой здоровой балдой нужно маркировать посты в личных соцсетях. Из-за несоблюдения маркировки юрлиц ждал штраф от 500 тысяч до 5 миллионов. Хотя я лично не уверен, что в США просто так могут признать организацию инагентом, потом просто так же исключить ее из списка, потом признать уже человека СМИ инагентом и при этом вообще не указывать, за что именно признали, лишь ссылка на закон. А причина — идите нахуй. Идите в суд. Может быть, что-то да расскажут. А потом еще взгреть человека за то, что он посты в твиттерах не маркировал. Я, кстати, говорил сейчас о Льве Пономареве. Он и еще 4 стали первыми физлицами-инагентами СМИ. 1 правозащитник, 1 живописец и 3 журналиста. И, конечно же, никакого внятного объяснения не последовало. Только лишь то, что добавлены в реестр в соответствии с законом. Так, некоммерческие организации мы уже давно можем признавать инагентами, СМИ, а на самом деле просто распространители информации тоже, физических лиц тоже можем. Так, кто там еще остался? Не догадываетесь? Ну, знаете, существуют неформальные объединения людей, которые что-то там делают. Например, озеро хотят очистить или еще чего-нибудь. Или, например, вот эти. Мы отряды Путина. Капут! Ну и вот, в конце 2020 года власть сделала подарок на Новый год и еще раз расширила инагентский закон, где инагентом могут признать организацию без формальной организации. По принятию закона все опять классически быстро и в унисон. Дума принимает 23 декабря, Совет Федерации принимает 25 декабря, президент подписывает 30 декабря. Как говорится, парламент не место для дискуссий. К удивлению своему, отряды Путина инагентом не признали, но зато среди первых инагентом признали ОВД-Инфо, которая помогала задержанным на митингах защищать свои права. Ну и опять же, движение «Голос», которое выявляло фальсификации на выборах. В реестре опять никаких указаний, что, как и почему. Закрывайте свою организацию. Вообще, по-хорошему, должен быть онлайн-реестр, а не PDF-ка вот эта страничная. Дальше. Должна быть ссылка на карточку каждого внесенного, в которой указаны конкретные причины внесения. Но, видимо, задачи прозрачности здесь никакой нет. Объяснение причины попадания в реестр люди узнают только после попытки обжалования в суде. В случае с ОВД-Инфо суд описал так основания для внесения их в инагенты. Ну, там вообще в целом здоровенный пласт текста, похожий на мой диплом, но вот самые сочные пункты. Интернет-ресурс ОВД-Инфо содержит актуальные новости о задержаниях на несогласованных митингах, инфу о том, кого задержали и какие статьи получают. Конечно же, туда привязали еще экстремизм и терроризм. На сайте ОВД-Инфо рассказывает о неправомерном привлечении политических активистов за их политическую позицию.
Еще эти сволочи рассказывают о преследовании журналистов, да еще и доклады по проблемам свободы слова и собраний делают. Более того, описывают проблемы в российском законодательстве и предлагают конструктивные изменения. Не выродки ли самые настоящие? А как вы отнесетесь к тому, что они дают инструкции по общению с правоохранителями и советы, как вести себя при обыске? Капут! Кстати, помните, у меня был вопрос, что скрывается за пипец какой широкой формулировкой «политическая деятельность». Так вот, суд подсказывает, что помимо очевидного влияния на законотворческие процессы и выборы, туда же засовывают митинги, да и любые формы собраний, демонстраций, пикетирований, дебаты, дискуссии и выступления. Даже социологические опросы и социологическая деятельность попадают под политическую деятельность. При этом, как минимум, половину из этих пунктов можно записать в понятие «гражданское общество». Я, кстати, сейчас серьезно говорю. Вот выдержки учебника обществознания за 9 класс. Нажмите на паузу и прочитайте. Потому что тогда вы не поймете забавный факт. В редакции учебника 2021 года убрали вот этот кусок про то, что суть гражданского общества в создании организации для защиты своих прав в случаях, когда государство и чиновники начинают ущемлять народ. А также такие организации – это нормальное средство для получения лучших условий для жизни. Этого в современных учебниках нет. Зато появилась цитата Путина, которая сводит все гражданское общество к заботе о пожилых людях и инвалидах. И это в стране, в которой пенсий-то не будет. Ну что ж, когда мы думали, что уже некуда выдумывать причины, чтобы признать инагентом, мы забыли, что всегда существует нижний этаж. В 2021 году создалось впечатление, что даже власти понимают, что слишком далеко зашли в растягивание резинового понятия «инагент». И это подтвердил сам главнокомандующий. Я вам обещаю, мы посмотрим еще раз. Значит, вот эти размытые критерии. Часто, не часто, но я знаю, бывает, и мне вот даже мои личные, там, знакомые личные говорили, вот мы занимаемся тем-то, такой-то благотворительной деятельностью. Нас подводят уже к тому, что мы иноагенты. Я знаю, и на Совете по правам человека об этом тоже коллеги говорят. Я постоянно даю такие поручения в администрацию президента и депутатам Госдумы, чтобы возвращались, совершенствовали этот инструмент и ни в коем случае не злоупотребляли им. Ну и что бы вы думали? В середине 22-го принимают еще один закон, который ничего не уточняет, ничего не разъясняет, а расширяет понятие инагента до 3 букв. С середины прошлого года инагентом могут быть буквально все. Собственно, там так и написано. Инагентом может быть российское, иностранное юрлицо, не юрлицо, общественное объединение или какое-то другое объединение, любое физическое лицо, независимо от гражданства. Хотя, пардон, зря быканул. Не все могут. Органы власти не могут быть инагентом, партии не могут быть, религиозные структуры не могут. Короче, своя братва не может. Так вот, те, у кого нет крыши, могут теперь за иностранное влияние стать инагентом. Ну, это власти как бы хотят сказать. Вам там прислали 100 баксов из-за рубежа, вы инагент. Ну или там вас, я не знаю, убедили, там принудили как-нибудь. Netflix насмотрелись или просто хз как бы еще не придумали. Ну, короче, там, кто поддержку получил, организационно-методическую, научно-техническую. Что это за поддержка такая? Да хрен его знает. Как говорилось, все это делалось для того, чтобы... Принимать точечные ответные меры. Надо ли говорить, что этот закон опять приняли по конвейеру? 29 июня Госдума, 8 июля Совет Федераций, 14 июля подписание президентом. И через 2 месяца, в очередную пятницу, Минюст точечно отгрузил первый список людей, которых можно подтянуть за то самое влияние. В целом уже привычно. Это журналисты и ученые, посмевшие публично высказать несогласие с курсом правящей партии. Что
Что удивительно, появилась Архангельская экологическая организация местных небезразличных людей, которые занимались распределением отходов, утилизацией мусора, но, видимо, тут сыграла роль, что они выступали против мусорного полигона в Шиесе. После признания инагентства они осознали, что не могут существовать в российском правовом поле и закрылись. Видимо, в этом случае свои личные вопросы порешал кто-то из Архангельской области. В конечном остатке, последние годы количество признаний инагентов резко возросло. Когда я смотрел на этот график, вспомнил похожий график из прошлого выпуска. Только там запуски спутников Америкой, а у нас запись во враги народа. Вы знаете, это хороший вопрос. Все начиналось с благой целью, чтобы избежать влияния на политическое устройство извне через некоммерческие организации. Но вместо проработки явных критериев иностранного влияния и поиска реальных агентов, которых финансируют и контролируют из-за рубежа, агентов начали выдумывать. Сначала расширили закон до СМИ, потом расширили до физических лиц. Когда уже вроде бы никого не осталось, вспомнили, что еще разные движения без регистрации можно объявлять. А в 2022 окончательно показали, что инагентство выдается не за конкретные критерии, а за несоответствие духу партии. Добавили, что всех вышеперечисленных можно объявить за эзотерическое влияние. И мы уже знаем, что сейчас ко всему этому спруту хотят добавить понятие «третьи лица», чтобы начать карать еще тех, кто сотрудничает с инагентами. Пока речь идет о помощи... Да, честно говоря, уже сложно хладнокровие поддерживать. Да как это возможно, когда замминистра юстиции выдает такое? Волей-неволей помогает инагентам, про так и сяк походу забыли. А когда сам министр, ответственный за всю эту движуху с инагентами, говорит: Этот статус он должен приобретать в том числе, если его деятельность направлена против наших духовно-нравственных ценностей, потому что это уж, извините, элемент государственной политики. Принимать точечные ответные меры. Вот так, точечное применение превратилось в ковровую бомбардировку. Сейчас инагентом можно признать любого, кто озвучит несогласие с курсом партии. Задача — навесить клеймо, чтобы отменить его из любого поля деятельности. Жизнь признанного инагента уже окунули в огромный геморрой. Сейчас хотят изолировать его от экономики и общества, хотят перекрыть ему кислород, пытаясь перенести все проблемы в стране на него. В отношении доходов, мне кажется, справедливо. Мы на сегодняшний день лишили иноагентов государственного финансирования. А почему бы их не лишить вообще финансирования и возможности зарабатывать деньги? И если ты, смотря этот выпуск, уже написал комментарий, что «вообще-то в США закон существует с 1938 года», то ты либо идиот, который дальше заголовка в Википедии не способен кликнуть, либо охранитель власти, который будет оправдывать даже удар по Воронежу, если это было санкционировано властью. Следующее видео будет как раз о сравнении их закона и нашего. Поэтому подписывайся на канал, чтобы не пропустить. Вы знаете, кому отправить это видео. А мы отправляем благодарности поддержаторам нашего канала на Патреоне и спонсоре. Владу Хапчинску, Сонику Мейхаму, Маверику, Диэфу, Алексею Батишеву и Александру Горенкову. А также всем верховным магистрам, консулам, героям и гэпникам. Увидимся на следующей встрече. Damn. Yeah. Yeah.